Пожар на нефтебазе в Воронежской области. Опубликована расшифровка переговоров разбившегося в Октау самолета. Байден выступил с прощальной речью. Сегодня 16 января. Поставьте лайк и подпишитесь. Сейчас расскажем о главных событиях. В Воронежской области мощный пожар на нефтебазе. Ее не могут потушить после атаки дронов. Нефтебаза наша горит со стороны Подлесного поворота. 3 беспилотника за. По данным губернатора региона Александра Гусева, несмотря на крупный пожар, угрозы жителям нет, никто не пострадал. Гусев утверждает, что нефтебаза загорелась при падении дронов. Огнем охвачено несколько резервуаров. Их тушат десятки единиц техники и 2 пожарных поезда. Привлечены также силы из соседних областей. Какой именно объект нефтяной инфраструктуры подвергся атаке, губернатор не уточняет. Но СМИ выдвинули версию, что горит нефтебаза в городе Лиске, примерно в 100 километрах от Воронежа. По подсчетам местных властей, более 10 украинских дронов атаковали Воронежскую область накануне вечером. А Минобороны России утверждает, что сбили 7 беспилотников над регионом. Также о взрывах ночью сообщали жители Котовска, Тамбовской области. Мам, ты закрой окно, пожалуйста, мне страшно. -1. -2. В Котовске расположен пороховой завод. По информации близкого к силовикам канала ШОТ, дроны сбили в 1,5 километрах от предприятия. Власти региона сообщают о повреждении частных домов. Отмечу, что беспилотники уже во 2-й раз за неделю атакуют Котовск. В ночь на 11 января дроны врезались в 2 пятиэтажных дома. Тогда пострадали 7 человек. Минобороны России отчиталась об уничтожении дронов также над Курской и Белгородской областями. Воздушные силы Украины сообщили об атаке 55 российских беспилотников на территорию страны. МЧС Украины утверждает, что во время ночной атаки на Никополь Днепропетровской области погибла женщина. Ее тело достали из-под завалов дома. В городе повреждены дома, газопроводы и линии электропередач. Россия и Украина обменялись тяжелоранеными пленными. Россия вернула 25 военных, об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Важные истории пишут, что 9 из них перенесли полные или частичные ампутации конечностей. Издание агентства выяснило, что больше половины возвращенных российских солдат оказались судимы. В Украину в ходе обмена также вернулись 25 военнопленных. Тем временем премьер Великобритании Кир Стармер приехал в Киев. Агентство Associated Press утверждает, что они с Владимиром Зеленским планируют подписать договор, цитата, о 100-летнем партнерстве. По данным западных агентств, оно должно углубить военные связи на фоне опасений, что США свернут свою поддержку Украины. Визит Стармера проходит после того, как он обсуждал Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном на прошлой неделе. Издание «Телеграф» пишет, что Макрон и Стармер обсуждали возможную отправку миротворцев в Украину в случае, если будет заключено соглашение о прекращении российско-украинской войны. Проблемы с интернетом в России мог вызвать оборвавшийся провод в Республике Татарстан. Об этом сообщила Минцифры региона. По его данным, в ходе проведения земляных работ был поврежден магистральный кабель, из-за чего почти у 4 миллионов россиян снизилась скорость интернета. Проблемы с сетью затронули 21 российский регион. Пресс-служба Ростелекома заявила, что поломка устранена. Если вы смотрите нас из России, напишите в комментариях, как у вас обстоят дела с интернетом. 146 человек обратились за медицинской помощью после уборки мазута на побережье Черного моря. Об этом сообщает министр здравоохранения Краснодарского края. 3 из них потребовалась госпитализация. СМИ пишут, что люди могли отравиться парами мазута. Русская служба BBC отмечает, что люди жаловались на тошноту, головокружение, тахикардию, одышку и ожоги кожи. Напомню, что мазут разлился по побережью после крушения 2 танкеров «Волганефть» в середине декабря. Также в сети появился информация о смерти одного из волонтеров, 17-летнего Александра Комина. После уборки мазута он почувствовал себя плохо и умер еще до приезда скорой. Официальных комментариев о причинах смерти нет. Телеграм-канал «База» опубликовал расшифровку переговоров экипажа разбившегося в Октау самолета Азербайджан Airlines. В частности, говорится в расшифровке, сначала экипаж был готов садиться в Грозном, но затем самостоятельно принял решение лететь обратно в Баку. В то же время российские диспетчеры предложили несколько вариантов для посадки на территории России. При этом, после возникновения проблем на борту, экипаж сначала подумал, что они вызваны попаданием птицы в двигатель. Важно уточнить, что как и откуда была получена эта
расшифровка, база не раскрывает. Подлинность документа официально также не подтверждалась. А в Минтрансе Казахстана уже заявили, что у расшифровки переговоров нет официального источника. Цитата: «До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета». Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью. В своем обращении к нации он заявил о концентрации власти в руках немногих сверхбогатых людей и призвал сограждан не допустить формирования в стране олигархии. Кроме того, он призвал изменить Конституцию США, чтобы у президента не было иммунитета от судебного преследования за преступления, совершенные во время пребывания в должности. Также Байден обрушился с критикой на компании X и Meta и их владельцев Илона Маска и Марка Цукерберга. По мнению Байдена, граждане США, цитата, «погребены под лавиной заблуждений и дезинформации, которые способствуют злоупотреблению властью». Конец цитаты. Настоятель московского храма Троицы Живоначальной в Хохлах протоиерей Андрей Ткачев выдвинул интересную гипотезу о причинах вооруженных конфликтов. По его мнению, войны начинаются из-за того, что мужчины эякулируют не во влагалище. Вообще Ткачев известен своими одиозными высказываниями. На этот раз он заявил на своей проповеди, что единственное место, куда должно литься семя мужчины – лоно его жены. Иначе начнется война. Кроме того, он считает, что в атаках беспилотников виноваты аборты и разврат. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется куда попало. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. Ну вот такие новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк и подписаться на YouTube и в Телеграме, чтобы не пропускать наши выпуски. А у нас много интересного. Увидимся. Пока.